Исторические факты выявляются на основании исторических источников. Самыми информативными из них являются письменные. Древний русский период не богат таковыми по причине частых пожаров в городах. Огромное количество рукописей погибло во время монголо-татарского нашествия. Но все же история сохранила для потомков информацию о жизни древних славян, и в частности, восточной их ветви, из которой происходит русский народ. О древнейшем периоде русского государства мы черпаем сведения из так называемой начальной летописи. Историки ее знают под именем «Повести временных лет». Эта летопись не сохранилась отдельным списком, она входит в начальную часть летописного свода более позднего времени. Судя по тому, что каждая летопись имеет начальную часть в виде повести временных лет, мы можем утверждать, что эта летопись была единственной для древнего периода. О начале русского государства в ней сообщаются сведения, которые впоследствии разделили научный мир на приверженцев нормандской и антинормандской теории происхождения русского государства. В пользу нормандской теории, суть которой заключается в том, что основателями русского государства были скандинавы, говорит множество фактов. Археологические раскопки только подтверждают это. Наряду с русскими источниками в пользу нормандской теории свидетельствуют и византийские хроники. Так, в повести временных лет рассказывается о дружинниках князя Рюрика Аскольде и Дире, которые дошли до Киева и обосновались там. В 866 году они, согласно той же летописи, совершили поход на Константинополь, который закончился неудачей. Дата этого похода вызывает сомнения у историков. Дело в том, что филологи, изучавшие повесть временных лет, пришли к выводу, что начальная часть летописи была связанным рассказом, а не погодными записями, и доводила свое повествование до конца X века. Впоследствии в этот текст были внесены дополнения и разбивка по годам. Тем не менее, история Аскольда и Дира находит подтверждение в других, не русских источниках. Однако, все они датируют поход русских 860 годом. Константинопольский патриарх Фотий, современник и очевидец событий, в своем окружном послании, говоря об этом нападении, называет нападавших народом, ставшим у многих предметом частых толков, превосходящим всех жестокостью и склонностью к убийствам. Народом рос. В более позднем источнике, относящемся к рубежу X-XI веков, также сообщается о набеге русских под 860 годом. Это венецианская хроника Иоанна Диакона, где русские названы норманами. Он пишет: «В это время народ норманов на 360 кораблях осмелился приблизиться к Константинополю. Но так как они никоим образом не могли нанести ущерб неприступному городу, они дерзко опустошили окрестности, перебив там множество народу, и так с триумфом возвратились восвояси». Этот рассказ противоречит повести временных лет, согласно которой кораблей было 200, а флот погиб во время бури. Возможно, что на Иоанна Диакона повлияли сообщения о других походах русских на Константинополь, которые закончились более удачно. Но так или иначе, поход Аскольда и Дира подтверждается другими источниками и датируется 860 годом. Сообщается также, что нападавшие были русскими и норманами, а это, в свою очередь, противоречит сообщениям повести временных лет, согласно которой призвание варягов было в 862 году. Аскольд и Дир, которые пришли вместе с Рюриком, не могли совершить этот поход раньше, чем Рюрик был призван на княжение. Соответственно, призвание варягов было раньше 860 года.